Всем привет! Видео по настройке, правильной настройке слежения камеры видеонаблюдения. XMI-евская камера, приложение ICC Pro. XMI можно использовать для удаленного видеонаблюдения на смартфоне. Многие задают вопрос, камера не возвращается после слежения. Тут момент в правильности настройки камеры перед включением слежения. Камера подключена, работает, картинка с камеры на приложении ICC Pro. Значок есть у нас такой по типу часов. Нажимаем на этот значок, заходим в подменю, пролистываем ниже, и есть у нас кнопочка такая активная, рамка Set Watch. Это именно запоминание того положения, куда будет у нас возвращаться камера после слежения. Если вам нужно другое положение, вы перед этим перенаправляете камеру, чтобы она смотрела туда, куда нужно, чтобы она возвращалась после функции слежения. Жмем Set Watch. Видели вы, такое происходит себе сохранение. Подтверждение сохранения именно положения камеры. И после этого только включаем Auto Track Switch, ползунок. При этом камера нам пишет, что отключится функция фиксации силуэта человека. Подтверждаем. Ну и это говорит о том, что камера уже включила функцию слежения, что в общем-то и видно. Какие еще моменты? Watch Time. 5 минут стоит по умолчанию. Ставьте время, которое вам нужно. Имеется в виду, это то время, которое камера будет использовать при слежении. Вот она следит, проследила за объектом, но закончилось движение, и камера в то место будет смотреть еще 5 секунд. И после этого только возвращается в обратное положение, из которого она начала слежение. Вот при вас сейчас все камера показала, как она работает. Поставите время больше, она больше будет смотреть удаленно за объектом, который даже уже ушел, но камера еще в то место будет смотреть. И после окончания вот этих вот секунд она вернется в предыдущее положение. Чувствительность также выставляйте, пробуйте уже от вашего, зависит от вашего места установки камеры. Что там, какие будут движения, какая нужна чувствительность, высокая, средняя, низкая. Вот с этими настройками камера у вас должна адекватно возвращаться в предыдущее положение. И после каждого включения и выключения этой функции нужно проводить эту процедуру. Set Watch, то есть первое, вы должны запомнить, устанавливаем камеру в то место, куда хотим, чтобы она вернулась после слежения. Жмем Set Watch, сохраняются настройки, и после этого только включаем ползунок автослежения за объектами. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Группу в Телеграме создал, чат для решение вопроса, обсуждения темы видеонаблюдения, помощи по этим всем моментам. Общаются как уже опытные люди, так и новички заходят, также задают вопросы, стараемся помогать по этим всем моментам. И также на другие мои видео заходите, конкретные видеообзоры камер той или иной, которые я покупаю и показываю вам, которыми сам пользуюсь, и вам также их показываю. Всем удачи и до следующих видео.